Здравствуйте, друзья! Скоро Новый год, и до Нового года у меня для вас есть календарь на русском языке. Тут 12 знаков зодиака, и вся информация, что тебе надо знать. Например, какие удачные месяцы, неудачные месяцы, какой талисман тебе надо, и даже ритуалы. Если вам это интересно, тут ссылка, и там можете себе заказывать. Так, что мы будем тогда смотреть? Даже сама не очень знаю, но есть какой-то мысль в голове. Потому что Новый год, я люблю делать ритуалы до Нового года. Это именно для того, чтобы следующий год было бы еще лучше, чем прошлое. Что для этого надо сделать? Это без карты, конечно, говорю. До этого я всегда советую чистить дом или квартиру, ну, где вы живете. Все вещи, которые вы уже давно не используете, они просто у вас лежат, это я советую отдать, продавать или просто выкинуть в мусор. Тем меньше у вас следующий год будет вещи дома, тем более чистая ваша энергетика будет. И даже смотрите вашу одежду, потому что там тоже есть энергетика. Если там где-то дырки, у многих там бывает там у носков дырки и трусы дырки, это надо выкинуть, потому что именно там, где дырки, там могут начинать проблемы в здоровье. Если трусы, там не очень часто могут начать проблемы. Если вот где-то тут дырка или тут что-то с руками. Поэтому с дырками одежду никогда одевать на самом деле нельзя. Вот смотрите, у детей одежда, у мужа, у жена, у всех смотрите. Что еще? Я советую. На самом деле, я заметила, что у много людей есть очень много фотографий дома, семейные. Я вообще это не советую. У меня тут домик, не такая старая, 5 лет домику, но у меня фотографий нету. Потому что это учит нам жить в данный момент. И еще советую убрать часы. Вот ненавижу, вот когда у людей часы дома. Да вы можете посмотреть, там же есть время какое-то. Нет, это не время, это неправильное время. Я не люблю часы, я не люблю, потому что ты начинаешь сразу двигаться быстрее. Не надо этого. Время в ваших руках. Еще, если у вас есть в спальном комнате, где вы спите, зеркало, до Нового года это убрать. В спальном комнате нельзя держать зеркало. Потому что это разрушит ваши отношения. Либо если вы одна, вы и будете одна. Зеркало нельзя держать в комнате. Особенно, когда она смотрит на тебя. Солем советую чистить все квартиры или вся дом. Значит, вы возьмете там, я не знаю, 20 литров вода и 2 ложки морской соли. И весь пол надо помыть. Она чистит энергетику. И, конечно, я советую еще ночью, когда пойдете спать, шторы закрывать. Потому что это открывает ночью обычно портал для мира мертвых. Шторы всегда надо закрывать. Я своих детей это постоянно учу. Они даже, когда мы не закрываем шторы, они не могут уснуть. Они знают это. Поэтому имею в виду. Но ритуал. Я долго думала, какой ритуал это может быть, и поняла, что делаем ритуал для желания. Потому что я думаю, что желания у многих разные. Может, кто-то хочет замуж выйти, может быть, кто-то хочет выиграть 1 000 000 евро, может, кто-то хочет здоровья. Самое главное, что вы это желание делаете для себя, не для кого-то. У меня на прием была человек, она хотела ритуал для подруги, которая болела. Я сказала, я этого не буду сделать, потому что, и даже не буду советовать, как это сделать, потому что, может быть, это ее карма. Если ты будешь ее помочь, ты собираешь этот кармический урок на себя. Поэтому, когда ритуалы делаем, мы концентрируем на себя. Я не советую ритуал сделать, чтобы кого-то, как это правильно сказать, например, вам нравится кто-то, вы хотите его тянет к себе.
Но это как приворот. Вот эти вещи сюда лучше не писать, не будет действовать. Любовь должна быть свободна. Если вы одна или вы ищете кого-то, вы можете описать, какую мужчину или женщину вы хотите. Но имя никогда использовать нельзя. Это против закона, кстати. Поэтому возьмите бумаг и ручка. Это все, что вам будет надо. Ручка и бумага. И на бумагу пишите все, что... Ну, одно желание. Одно. Не будем жадные. Что вы хотите получить 26-го года. Но надо писать так, как будто это уже случилось. Я обычно как начинаю? Я благодарю высшие силы. Если вы верите Богу, пишите Богу. Если вы верите, я не знаю, Будду, пишите Будду, кого вы верите. Я благодарю высшие силы за то, что... И тогда вы описываете все, что вы хотите, как будто это уже случилось. Но нельзя использовать слово «нет». Например, я хочу мужчину, который не пьет, не требует наркотики. Будет все наоборот. Высшие силы не знают такое слово «нет». Это не использовать. Мы должны концентрировать только на позитив. Пока вы это пишете, я это время делаю расклад на Новый год и советы. Когда вы это все писали, ну, например, писали на эту сторону, тогда надо бумагу закрывать и взять, у меня тут дома ее нету, у меня вообще рабочие вещи дома нету, кроме для браслетов, перевязать с красным ниточком. И надо делать столько круг, сколько вы чувствуете. Тут правила нету. Если вы хотите 4 раза делать этот круг, делайте 4 раза. Если хотите 20 раз, делайте 20 раз. Это надо делать только столько, сколько вы чувствуете. Тогда закрываете, и надо это положить под подушку. Но вы это делаете 31 числа, 31 декабря. Советую это делать 00:00 ночь до 4 ночи. Это время для магии. 31 до 1 тогда. И она должна быть у вас под подушку до полная луна. Вы там календарь посмотрите, когда полная луна будет. Вы тогда возьмете вот этот бумаг. Надо идти на улицу. Но, слава богу, у нас сейчас снега нету. Даже если снег будет, тогда вам удачи. Вам надо этот бумаг закопать туда, где очень красивое дерево. Но она должна быть без иголки. Это красивая, большая. И туда надо этот закопать. Тогда надо поблагодарить. Можно обнимать дерево. И это время, когда ты обнимаешь это дерево, надо представлять все, что вы хотели, как будто это уже случилось. Поблагодарить, уходить, не смотреть обратно. Всегда действует. Но дальше надо жить так, как будто ничего не случилось. Не надо об этом думать. Потому что, когда вы начинаете постоянно об этом думать, вы закрываете дорогу. Забывать и жить. Я еще смотрела совет на следующий год. Следующий год – любовный совет. Надо уметь договориться. При себе держать ничего не стоит. Вот когда у тебя что-то в душе, не надо думать, что это ощущение уходит или
кто-то теперь поймет. Не все экстрасенсы. И даже экстрасенсы иногда не все энергии могут правильно читать. Надо открывать просто рот и об этом говорить. Не винять, просто говорит. Как ты чувствуешь? Потому что если ты не говоришь об этом, о своих чувствах, или если ты недоволен или довольна чем-то, очень много могут появиться боль из-за этого. Хоть карты говорят, это можно решать на самом деле очень просто. И твой партнер будет тебе зеркалить в следующий год очень много всего. Так как ты даешь, ты получаешь обратно. Если тебе что-то не нравится, тогда спроси о себе, а я даю? На работе, мне кажется, очень многие следующий год, потому что новый цикл же начинается. И по китайский календарь тоже новый цикл начинается. Значит, старая система уже не действует. Если ты недовольна на своей работе, и давно уже недовольна, самое время именно менять работу, это будет следующий год. Потому что старые системы вообще не работают. Если ты не уходишь, могут случиться так, что тебе придется уходить оттуда потом. Поэтому уход это будет наоборот хорошо. Но говорит, что очень часто, наверное, еще надо и придется работать один. Следующий год не надо найти какой-то общий язык, не надо делать все, как другие тебе скажут. Ты можешь высказать, ты можешь найти свои какие-то системы, как ты начнешь работать. Такой упертость на самом деле будет работать не против тебя, а наоборот. Лучше тебе. И тут совет. Просто спросила, вот какой совет на следующий год? Слишком много смотрите на прошлое. На прошлое концентрировать не стоит, оно уже ушло. Следующий год в общем советуют карты начинать что-то нового. Это может быть в любом сфере что-то нового. И мне кажется, вообще в общем, вот как-то новый период или новый цикл начинается, тебе надо развиваться дальше, а не сидеть там, где ты уже 20-30 лет сидел. Развиваться это важно в следующий год. Но надо делать это так, что ты никому ничего не говоришь. Счастье любит тишина. И, кстати, следующий год советы спросить не советую. Все надо тебе решать сама. Мне кажется, советы будет не нужны в следующий год. Как-то потом цикл начинается. Мне кажется, у многих, которые раньше ничего не чувствовали, ничего не видели, они резко начинают видеть и чувствовать. Особенно начинайте дать внимание для сна. Все, что вы видите во сне. Это вечные сны, как это называется? Вечные сны? Кстати, у меня это уже началось. У меня уже последние 3-4 месяца. Я раньше редко вообще что-то видела. А сейчас я уже боюсь даже спать, потому что большинство, что я вижу, так и будет. Страшно. У меня есть видение. Но сейчас у меня больше вот эти сны. Кстати, да, вам тоже советую, если вы реально хотите ответ, и вы не знаете, куда идти, что делать, что выбрать. Перед сном, когда пойдете спать, 5 минут просто лежите в кровать. Ладошки наверху, ноги открыты, вы там лежите. И надо дышать очень глубоко. Вот так, что вы прям это чувствуете. 5 минут. И тогда надо спросить, что вы хотите спросить. И 90% из вас вы получаете ответ. Я так в последнее время действую. Посмотрим мои новые карты. Тоже тут мои новые карты на русском языке. Если вам эти интересны, тут тоже будет ссылка. Можете тоже с ними гадать. С ними можно, в принципе, гадать. Это не классический таро, но с ними можно каждый день гадать, например, какой у меня будет с завтрашнего дня. Какой день будет? Рыбы. Очень удачный день. И очень удачный день с детьми. Очень удачный день
на работе. Рыба — это иногда беременность, рыба — это иногда деньги, но это что-то где успех. Можете даже так спросить, например, самое главное событие или энергии на следующий год. Что-то меня туда тянет. Знания. Значит, что-то открывается еще больше. Ты начинаешь еще больше видеть, еще больше чувствовать. Что в следующий год делать не стоит? Просто примеры вам даю, как гадать. Что не стоит? Я всегда пойду по ощущениям. Вот эту сторону вообще не хочу трогать, я даже не вижу как-то. Мне где-то тут хочется. Черви. Но, например, если кто-то что-то плохо говорит, и ожидая, что ты тоже начнешь что-то открываться и говорит, не стоит этого делать. И с подругами аккуратно. Они могут не быть по-настоящему рядом. С деньгами, например, просто спрашивают, а что у меня будет с деньгами? Лоп. Баланс! В конце концов. Но вы понимаете, как с ними теперь можно работать. И возьмем отсюда тоже советы. Что-то нового года вам стоит сделать до Нового года. Вот реально вот это как жизнь, это как я специально хотела туда рисовать вот этот театр, смотреть на свою жизнь и писать, прямо вы можете даже тетрадь взять и писать самые главные события о своей жизни. Одну сторону. Другую сторону пишите то, что вы еще хотите. Потому что если вот очень часто люди не понимают, почему у меня желание не пойдет так, как я хочу. Почему? Я что-то желаю, и ничего не случается. Это потому, что оно у вас живет в голове. А если ты пишешь свои желания, она уже в физическом плане где-то есть. Поэтому я всегда советую использовать писание. Всегда надо написать все, что ты хочешь, как будто это уже случилось. И забыть. И вот видите, сила мысли. Значит, в конце года еще очень карты советуют программировать сама себе. Смотришь в зеркало, говоришь, какая я красотка, какая я успешная, какая я любимая. Все, что вы хотите, потому что сила мыслей работает уже. И последний совет прямо отсюда хочу. Крысы. Это предупреждение. Предупреждение. В конце года многие люди очень сильно болит. Поэтому не ходите на место, где много людей. Берегите себя. Но там же есть постоянно вот елочки там на улице, все там пьют, празднуют. От этого лучше отойти. Что делать в следующий год? Очень сильный год. Да, вот я говорю, вот странно, смотрите, крепкость и конец. Вот те, которые не должны быть вместе, они разойдутся. И начинается что-то нового. Вот, и мне кажется, вы начинаете устроить вообще что-то нового в следующий год. И начало самое хорошее для этого. Комет говорит еще о том, что если вы от сердца, от чистого сердца что-то хотите, вы этого реально получаете. Но сама надо верить в это. Что мне делать? Следующий год очень советую слушать знаки и внутренняя интуиция. Вот если что-то кажется не так, вот слушайте себе. Слушайте себе больше всего. И слушайте свое тело. Мне кажется, наше тело всегда нам дадут знаки на самом деле. Если что-то не так. Или куда-то надо идти или не идти. Слушайте это внутреннее ощущение. Она правильно вам говорит. Но, как я уже сказала, следующий год, да, наверное, какой-то хаос еще будет. Мне кажется, вот это военное действие, я не хотела, конечно, эту тематику говорить, но она опять тут. Это будет последний год, когда еще тяжело будет, и после этого будет
рай, будет у нас всех хорошо. Поэтому будете готовы, что еще следующий год не будет такой мягкий. Но вы свою личную жизнь можете все-таки изменить в любовном плане, денежном плане. Следующий год советую носить больше красного цвета, оранжевого цвета и желтого цвета. Эти все, мне кажется, эти цветы говорят о огонь. Люди начинают резко что-то решать, они двигаются быстрее все. И если вы такие нерешительные, вам именно этот цвет подходит. Если вы знаете, что у вас есть рядом такой человек, который никак не может решать ничего в жизни, вот подарите, я не знаю, носки, трусики, кофту, майки именно такого цвета. Хоть шарфик. Может. Я желаю вам хорошего Нового года и живите через свое сердце. Тогда открываются у вас все пути.